Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре польский танк, тяжелый, да, 7 уровня, проходная прокачиваем ветка, 45 ТП. Вот, 45 ТП. Уже интересная машина против шестерки предшественника. А почему? Давайте разбираться вместе. Сегодня у нас полноценный обзор, гайд по 45 ТП. Вот, и начнем мы, конечно, все это делать с бронированием 45 ТП. Погнали. Итак, Collision модель бронирования 45 ТП. Давайте разбираться. НЛД две составные части. Нижняя часть у нас 53 и пробивается даже под таким углом абсолютно. Ну там 30 мм, перейденки 54. Жесть. Но есть плюс. Тоненькая. Тоненькая пластинка, и никто туда практически танку реально никогда не стреляет. Нижняя часть НЛД 120 мм, переведенки 130. Такое, не знаю, анти-СТ, если только рэмбанете. Вот так, да, СТшки не будут пробивать. ВЛД 100 мм, переведенки снизу 150, сверху 160, надгусечные полки 160. Только при рэмбовании оно становится реально неплохим. Это надо помнить. Так-то вас будут обычными снарядами сюда одноклассники пробивать. Ну и переходим к самому интересному. Это башня. Башня, вот просто буду водить, смотрите. Вот, все, поставили танк. 200, 192. Не пробитие, рикошет. 200. Так, замал. Здесь у нас 190, 200, 300. Короче, основная здесь броня в башне. Это сфера у нас, да. С завалом еще сфера. Здесь все хорошо. Броня есть. Полоску это 220, вверху там вообще 300. Верхняя крышка 60 мм, но она под хорошим углом расположена. Соответственно, в переведенке 160 система пишет рикошет. С башней все круто, как для 7 уровня, очень крепко. Но есть лючок. 120, правда, он все равно миллиметров, переведенки 147. Это такой лючок анти-СТ. ТТшки вас, конечно, СУА и ПТшки будут рвать. Боковое бронирование 50 мм, и это самая слабая часть бронирования этого танка. Главное не перекручивать. Можно на 7 уровне все равно танковать от борта. Да. Вот, система пишет рикошет. Да, рикошет. И здесь рикошет. Ну, вы представляете щеку 165. Чуть-чуть перекрутите. И пока еще система пишет рикошет, а вот здесь уже начинаете, вот перекрутили, вас начинает рвать в бок. Вот такое вот бронирование. С броней разобрались. Крепкая башня, слабый люк. ВЛД надо под углом ставить, от борта. Танкует, но тяжело. Смотрим основные модули. Нам предлагается две пушки, стоковая. На ней можно играть, и вы на ней играете в начале, как будете прокачивать танк. Да, рваться на топовую пушку со свободным опытом не стоит. Можно на ней играть. По топовой пушке 320 альфа, пробитие основным 192, голдой 225, заряжается 11 секунд, ДПМ 1745, соведение комфортное, точность не самая лучшая, 0,4. По поводу башни. Здесь у нас добавляется броня во лбу, вот боковая броня, борт, вот, так что, да, и обзор, по-моему, больше дает. 20 метров плюс к обзору, но башня тяжелее крутится. Вот. По рации на всех танках рекомендую качать, это реально незаметно, но пригождается, хотя здесь разница небольшая. На этом танке, может быть, если не хотите тратить опыт, можно даже не качать, потому что разница небольшая. Двигатель тяжелому танку топовый нужен, 650 лошадей против 750, процентов на 10 вы можете рассчитывать подвижности. Топовая ходовая, 32 градуса поворачиваемая, здесь 35, качайте обязательно по полевой модернизации. Я еще не качал, здесь качаем вездеходную ходовую. Вот, сейчас огневую мощь мы с вами откроем. Вот, сведение вообще комфортное, можно улучшить точность за счет сведения, по сути, до 0,35, и качаете звукоизоляцию. По оборудованию стандартный комплект я все поставил. Поставил улучшенную закалку, досула и турбину, и считаю, что это правильно, хотя этой пушки иногда можно вместо турбины, будете медленнее ездить, поставить стабилизатор. Вот, став поставить. По снарядам.
бронебойный основной снаряд летит почти 800 метров в секунду, чуть меньше. Это очень плохо, это медленно. Голда подкол летит 930, это уже более-менее. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель, желательно автоматически я поставил долпаек. Вот. Экипаж, 4 члена экипажа, перки вы сейчас видите перед собой в таблице. По УВН у нас все более-менее нормально, минус 8. И пушка, кстати, уже при такой сборке, таком экипаже заряжается 8,79. Да. Да, точность 0,37, время сведения 2,1. Вот. По мобильности все плохо. Он даже с турбиной хреново ездит. 39 вперед, 16 назад, 18 лошадей на тонну. Назвать этот танк супер подвижным, как тяж, язык не поворачивается. По обзору 386 метров, чуть меньше стандартного параметра. Танк, как даже тяж на 7 уровне, немного слеповат. Вот. Ну ничего страшного, все-таки тяжелый танк для игры в упор. По плюсам и минусам танк. Танк, в принципе, небольшой, это плюс. По подвижности, несмотря на цифры, это минус. Он реально медленный. Это факт. Вот. По броне. Ну, броня интересная. Местами вроде ее нет, но местами она вроде бы есть. Вот. Башни все круто, но обзорный командирский прибор все портит. ВЛД под прямым углом ерунда, но танковать может что-то вот так, если рамбовать. Соответственно, плюс-минус. По пушке жирный минус, она кривая. На самом все равно, вот, не знаю, на 45 ТП пушка какая-то кривоватая. Вот. Сводится так не прям супер, как быстро. Снаряды медленные, что голда, что основной снаряд. УВН у нас, ну, такие начального уровня, минимальный комфорт, да. Ну, по пушке, наверное, больше минус поставлю, нежели плюс. Вот. По обзору мы тоже слеповатый минус. Поэтому, ребята, у этого танка больше минусов, чем плюсов, да. Но все равно, не знаю, вот мне он нравится. Почему-то цифры говорят об обратном, но играется он нормально, на удивление. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой. Пощупаем, посмотрим, что такое 45 ТП в принципе. Погнали. Мы тут в топе. КВ-122, итальяшка. Ребят, попали к 6 уровням. У нас обзор боем 45 ТП. Первый для уверенного выстрела заряжаем голду, потом, наверное, перейдем на ББ. Вот. Поедем направо, пусть все остальные щемятся налево, а мы будем давить с правой стороны. 2 арты, 7, поляк, проходная прокачиваем ветка. Сейчас мы его затестим. Подвижность с места такое. Тяжелый танк. Не, поедем давить. Там сзади КВ-2 едет, Т-150, это не важно. Мы будем поджимать активно. О. Все, доездился. Первые наши 300 урона приехали. Зачем же нам прямо отступать? Вот. Вот, Су терпит. Косарь 200 дали. Поджим делаем. Поджим. Вот. Горит, дурак. Да. Дали еще на 300. Так, 2К уже дали.
запускается. Все. Оно и не надо. ЛКВ-ха меня сейчас затрепит. Так, прячемся. ЛКВ, да, крепко. Не ДПМ. Бежала. Тогда едем за ней. Ой, ее там уже убивают. 2300 дали, да. Да, готов. Сейчас торты терпеть будем. Две с болтовой дали. 2500 урона. Где-то тут базоты еще кустики. О, вот они. Красоточки. Базо. Оп. Да, арта нас убила. Ну чё, почти 3К суммы дали, да. Неожиданно от арты был сюрприз. Ну, надеемся, наши затащат. Бонус код в ангар пойдет. Хотя вот тоже, казалось бы, противники заняли гору. Должны были выигрывать. Но адекватно по ХП, по стволам уже проигрывают. Хотя могут и выиграть. Потому что наши дичь начинают. Тут стоило мне умереть, и начинается бой разворачиваться совсем в другую сторону. Так, что, убьешь? Сколько ты будешь? Ты сводишься? Сводился. Да, такое. 12. Ну, по идее, должны выиграть. Давайте уже досмотрим конец боя. Что можно сказать за 45 ТП? Реально неплохая броня. Хорошая альфовая пушка. Вот. Он, кстати, неплохой танчик на 7 уровне. На нем реально можно играть. Его вообще тяжело пробивать. Это я говорю как игрок с другой стороны. Ага. Встал такой, как тритополь на плющихе. Жди, он сейчас выйдет. Давай. Вот, еще получай. Сейчас сдохнешь тут. КВ-2. Воины. Повезло. Ну, все равно сейчас в ангар наш пойдет. Так, они обои, походу, на горе. Их надо тут как-то выпиливать. Куда ты играй? Правее возьми, идиот. Правее возьми. Вот. За идиотом смотреть. О, красавчик заехал, да. Да, они сейчас наших перебьют еще. Что у нас там арта, да? И реально сейчас еще выиграют на этой горе. У них вон какая-то эта четверка модная с оленями. Итальянец сейчас его убьет. Затаранит, раздавит и все. Все. Слушайте, мы сейчас этот бой сольем. А что у нас тут? Т-43 изранены. Господи, пацаны, они выиграют этот бой. Вы поймите. Выйди, дай ему в борт. А итальянец сейчас, наверное, сюда подъедет, да? А что у нас у Т-150 по ХП? О, фуловый. Ну давай, езжай в бой. А чё артат не стреляет? Артат чё не стреляет? Это ты все время это сводился, что ли? А где артата? Хумель молчит. Ребята, они могут слить бой реально. Идиоты просто, вот они, танкисты.
Это все, это фейл. Давай, да, бортом к нему повернись, чтобы ему было удобнее пробивать. Он на стоковой пушке, что это за пушка у него? Ты что делаешь? Нахрена отсюда выезжаешь-то? О. Да. Ребята, это проигрыш. Нет, это по захвату выиграли. Жуть, я что-то не заметил. Ну ладно, 2800. 45 ТП имба. Вот, это имба, 100%. Это имба. Первое место по урону с большим отрывом от всех. Так что, в принципе, танчик хороший. По пятибалльной системе 4 даже с плюсом поставим. Не, ну реально, крепкая башня, крепкий корпус у него для 7 уровня. Прям огонь. Интересная пушка. Кривая, конечно, но интересная. Так что, ребят, пишите свои комментарии, если у вас 45 ТП в ангаре, какое вы используете на нем оборудование, как у вас на нем вообще получается, не получается. Вот, а я вам хочу сказать, до скорых встреч. Пока. Подписывайтесь на канал заодно, конечно. Лайкос не забудьте. Все, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.